Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор и ведущая этого канала, я ведический астролог. И сегодня у нас с вами прогноз на март 2026 года для близнецов. Одно слово, только март уже радует. И я хотела бы обратить ваше внимание на то, что я ведический астролог, и все прогнозы здесь публикую по ведической астрологии, а не по месяцу рождения, для того, чтобы вы смотрели правильный прогноз, и чтобы он у вас работал. Я вам рекомендую построить свой гороскоп в ведическом стиле и узнать свой восходящий знак. Как это сделать, я рассказывала в видеоинструкции, ссылка на которую у вас сейчас появится в правом верхнем углу. И ссылка будет также в описании, в комментариях к этому видео. И в описании, в комментариях к этому видео будет ссылка на мой сайт, где можно записаться на курс по ведической астрологии, либо на составление личного гороскопа. И теперь давайте говорить о том, что же ожидает близнецов в марте 2026 года. Напомню, что вы входите в март со скоплением планет в 9 доме гороскопа, в доме госорганов, обучения, зарубежных поездок, отца, учителя, руководителя, в доме удачи. И потихонечку это скопление планет начинает у нас рассасываться. В принципе, что уже не будут так планеты прям совсем друг за дружкой ходить. С 1 марта по 26 марта Венера будет идти по вашему 10 дому гороскопа. По дому работы, статуса, по дому репутации. И Венера будет создавать вам такую комбинацию, во-первых, конечно, творчество в работе, творчество, фотосессии, видеосъемки, если вы работаете. Если вы не работаете, то все равно вы, может быть, будете в какой-то общественной деятельности участвовать и, например, культурно себя развлекать, то есть ходить по ботаническим садам, по каким-то вот таким местам, где вы будете наслаждаться красотой, либо где вы будете создавать красоту, то есть будете, может быть, где-то участвовать в озеленении чего-то и так далее. Кроме этого, тем, кто работает, этот период может давать желание пойти в отпуск, либо уволиться. Но это такое, знаете, ох, устал, хочу отдохнуть. В некоторых случаях этот транзит Венеры действительно может давать отпуск, а в некоторых случаях прохождение какого-то обучения по работе, прохождение какого-то обучения, либо получение статуса по учебе, получение статуса по детям, либо, может быть, получение статуса вашими детьми, смена статуса у детей. В работе, если вот вы работаете и вы не пойдете в отпуск, может быть еще такое, что вы можете работать в этот период с закрытыми какими-то организациями, либо с иностранцами. Могут какие-то иностранцы приезжать к вам на работу, какая-то, может быть, делегация, что-то в этом роде. И по транспорту, может быть, оформлять транспорт то есть получать статус по транспорту. Если у вас есть транспорт, то получать по нему статус какой-то, например, поставить на учет. 3 марта будет лунное затмение в вашем 3 доме гороскопа. Это второе затмение уже будет весеннее, которое закроет у нас весенний коридор затмений. И, конечно же, как всегда, я про затмение лунное сниму еще отдельное видео. На каждое затмение я снимаю отдельное видео, где подробно рассказываю про градусы, про планеты на затмении, про символизм затмения. Но вот про затмение в 3 доме гороскопа сейчас все равно тоже коротенько. Затмение в 3 доме может разрешить какие-то бумажные вопросы, разрешить какие-то вопросы, связанные с бизнесом, с дружбой, с поездками, с какими-то навыками, курсами, хобби и так далее. Вообще очень много у вас будет таких вопросов, наверное, на весну и в этом году. То есть затмение, оно как бы активизирует старт окончания каких-то процессов. Может быть, вы там в ожидании чего-то, и здесь могут эти процессы начать завершаться. Затмение дает результат до полугода. Вот эти связанные с 3 домом какие-то документы, какие-то хобби, может быть, какие-то навыки и так далее. Тем более, что у нас еще с 14 марта по 14 апреля Солнце зайдет в 10 дом гороскопа. Но, кстати говоря, еще у нас планеты будут в 10 доме гороскопа встречаться с Сатурном, который там стоит, и такой надзиратель, и такой планета, которая следит, чтобы все было в рамках закона, чтобы все соблюдалось. Поэтому, когда Венера туда зайдет, допустим, хотим уволиться, а Сатурн такой, как надзиратель. Нет, работай, нет, никуда не ходи,
отчитайся, как ты отучился там где-нибудь на курсах, отчитайся, как ты сходил в отпуск, как ты отдохнул. То есть как будто бы кто-то будет контролировать то, что вы делаете, связанное с работой, статусом, репутацией, а у вас будут какие-то дела в этот период активные, связанные с работой, статусом, репутацией. Но статус это что? Это, допустим, там поменять паспорт, выйти на пенсию, получить гражданство, получить вид на жительство, стать родителями, усыновить ребенка какого-нибудь тоже, да, то есть это все жениться, это все статусы, и будет какое-то вот от Сатурна сопротивление, которое нужно будет преодолевать. Но в целом хорошие дела будут делаться. Солнце в 10-м доме гороскопа говорит о том, что могут быть заключены какие-то договора, сделки, то есть подписаны, допустим, контракты, либо переподписаны контракты, потом может быть заключена какая-то сделка, может быть рекламного характера или чего-то в этом роде. Плюс может быть получена какая-то корочка о том, что вы обладаете какими-то навыками, о том, что вы получили какие-то знания. Плюс может быть действительно вы уже там получите паспорт или что-то в этом роде, то есть какие-то получение каких-то документов, дающих вам статус, свидетельство, удостоверение, вот такое вот все получается. Плюс может быть пойти на какие-то курсы для профессий, то есть пойти на курсы вождения, пойти на курсы, которые дают право там чем-то управлять, либо совершать какие-то манипуляции, вот такое все. Плюс Солнце что-то проясняет, связанное с вашей работой, статусом, репутацией, поэтому что-то станет известно, что-то станет ясно в этот период, вот середина марта, середина апреля, про ваши какие-то дела в будущем, про ваш именно карьерный рост, либо про имидж, про репутацию, про статус. И 19 марта будет новолуние в вашем 10-м доме гороскопа, которое, в общем-то, тоже это подсвечивает и подчеркивает, что в этот период происходят какие-то события, связанные с вашим статусом, карьерой, репутацией. То есть новолуние в 10-м доме гороскопа — это новая работа, новая должность, новый статус, новые документы, новые какие-то про вас, может быть, новые, в принципе, какая-то про вас личная информация, про то, какое место вы занимаете в обществе. Ну, регистрация, да, то есть получение нового статуса, регистрация отношений, подтверждение каких-то отношений и так далее. 20 марта будет выход Меркурия из ретроградного движения в вашем 9-м доме гороскопа. Выход Меркурия из ретроградного движения — это как бы прояснение, завершение вопросов, связанных с госорганами, ясность, может быть, окончание какой-то путаницы, потому что Меркурий будет в 9-м доме гороскопа. Это будет ретроградность планеты по поводу дел, связанных с местом жительства, с недвижимостью, с транспортом, по поводу дел вообще в госорганах, по поводу дел, которые касаются отношений с отцом, учителем, руководителем. И вот если там будет ступор, когда Меркурий будет в ретроградном движении, если там что-то застопорится, то вот выход Меркурия из ретроградного движения поможет разрешить этот вопрос, даст ясность и даст возможность уже завершать это все. И с 26 марта по 19 апреля Венера будет идти по вашему 11-му дому гороскопа. Вот это вот уже вообще очень классный для вас транзит. Это успехи в учебе, успехи детей, успехи в творчестве, в развлечениях, в романах, влюбленностях. Это какие-то подарки, это какие-то тусовки с друзьями, это какие-то мероприятия классные, это какая-то победа даже в конкурсах у кого-то из близнецов. Транзит Венеры по 11-му дому гороскопа, период получения подарков, период такого отдыха и расслабления. Ну, другие планеты будут все равно там тусоваться еще в 10-м доме гороскопа, будут оттягивать ваше внимание, но вот Венера, когда зайдет в 11-й дом гороскопа, появятся возможности и для того, чтобы отдыхать, развлекаться больше, и даже, может быть, будет больше желания на это. В общем, и какие-то возможности тоже, да, то есть, может быть, там друзья приехали, надо вот с друзьями время проводить, либо появились какие-то возможности куда-то поехать, и вот вы хотите вот на какой-то концерт сходить, на какое-то мероприятие. Как-то вот будет вас увлекать все, что связано с развлечениями. Ну и плюс сами вот развлечения, сам процесс какой-то развлекательный, он может вам приносить бонусы. То есть поехали на концерт, и на концерте там выиграли телефон, вот что-нибудь такое, да, то есть мало того, что сходили, получили удовольствие, так еще и получили что-то сверху. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на
март 2026 года для близнецов. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев, обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.